Друзья, добрый день! Сегодня у нас очередная юрта на обзоре. Давно с вами не виделись. У нас новый проект, юрта с двумя дверьми. Давайте пройдемся по экстерьеру. Данная юрта у нас диаметром 5 метров. Сделанная, как вы видите, из традиционного цвета. Это белый и черный цвет. Он наиболее практичный, наиболее функциональный. Верхняя часть, нижняя часть украшения сделана в традиционном зооморфной тематике. Это вот у нас ленты, терме. Все сделано вручную. Края юрты окантованы вот таким прочным материалом, что дает дополнительную прочность юрте. Войлок у нас традиционно ГОСТовский из 3 слоев. Если начать с двери, дверь у нас выполнена в традиционном национальном узоре, в натуральном цвете. Также есть войлочная дверь, полностью закрывает дверь в зависимости от события. Ее можно опускать, поднимать, то есть такая функциональная дверь. Пойдемте пройдемся по окружности. Здесь на 14 часов у нас установлена вторая дверь. Она открывается наружу. Клиент, заказчик попросил сделать вторую дверь для выхода в другую часть. То есть у него есть свой план, свой проект, поэтому мы это сделали. У нас поступает очень много запросов, можем ли мы сделать юрту с двумя дверьми. И вот мы на практике все это сделали. Юрта очень устойчива, так как за счет дверной рамы нагрузка распределяется равномерно. Поэтому здесь не может быть никаких, скажем так, неустойчивостей. И мы чуть позже покажем еще снутри. Смотрится очень гармонично, естественно и функционально. То есть это может быть своеобразным инженерским решением для предусмотрения таких двухкомнатных юрт и с выходом в другое пространство. Ну а по стилистике вся юрта выполнена в едином стиле. Это верхнее украшение, нижнее украшение. Это у нас ремень своего рода, который держит плотно наружный войлок. И проходим по окружности. Вот такая красивая юрта. Общая квадратура данной юрты составляет 20 квадратных метров. Здесь можно свободно распределить семью, как лежачих, так и гостей. До 20-25 людей свободно можно разместить в этой юрте. Она очень функциональна, ее можно быстро разобрать, быстро установить. То есть это такой среднестандартная юрта для различного событий. Как вы видите, мы сейчас находимся в частном доме, и вот на пространстве 5 на 5 мы установили юрту. То есть такую юрту можно свободно установить при усадебном участке, где-то на вилле, где-то на мероприятиях. Это самая стандартная, самая востребованная юрта у нас на рынке. То есть, ребят, можете заказывать такую юрту, ее очень легко отправлять также в дальнее зарубежье, как и самолетом, так и наземным транспортом. Вот. Сейчас мы вам покажем внутреннюю часть юрты. Друзья, добро пожаловать внутрь нашей красивой двухдверной юрты. Сейчас мы будем показывать обзор интерьера нашей юрты. Начнем с двери.
традиционно дверь нашей юрты открывается внутрь. Общая площадь данной юрты 20 квадратных метров. Если пройдемся по кругу, давайте начнем отсюда. Наша юрта по запросу нашего клиента, мы сделали вот такой тушкейс в национальных орнаментах, который полностью закрывает внутреннюю часть обрешетки нашей юрты. Каркас юрты сделан в цвете слоновая кость. Очень такая светлая, праздничная юрта. Смотрится очень хорошо, красиво, богато. Самое почетное место — это вот место, которое находится напротив двери. Она у нас обделана. Здесь у нас находится төшек, то есть көрпе, төшеки, подушки. И сверху, верхняя часть, где у нас луки, есть вот такие ленты. Ленты, мы называем их терме. Терме, они выполняются в технике терме, то есть переплетаются, люди сидят часами, днями, переплетают эти ленты сантиметр за сантиметром. Это очень большой, огромный труд на самом деле. Ни одна фабрика, ни один завод не может выполнить именно такую технику в таком выполнении. Наша юрта состоит в нескольких цветах. Это вот бордово-черный и белый, что придает нашей юрте дополнительную торжественность, красоту. Они переплетены крест-накрест, и получается это юзюки. Они и выполняют декоративную часть, и также держат купольный войлок. Вот. Сейчас я вам хочу показать вторую нашу дверь, которая расположена от входа на 14 часов. Она у нас открывается наружу. То есть это функциональная дверь, полностью выполнена в натуральном цвете, покрыта лаком. Наш клиент хочет иметь доступ на другое пространство, поэтому в проекте мы заложили вторую дверь. И, как я вам уже говорил, вторая дверь смотрится очень гармонично, очень естественно, натурально, вписывается по каркасу, скажем так. И это все выполняется вот в таком стиле. Эту часть мы специально оставили открытой, чтобы видели, в каком цвете выполнена наша юрта. То есть вот слоновая кость смотрится очень богато. Здесь у нас гвоздики, мы их называем. Это сделано из натуральной кожи, сыромятная кожа. Вот если оператор снимет, вот наша юрта 100% сделана из натурального дерева, натуральной кожи и натурального войлока. То есть ни единого гвоздя, ни единого шурупа, все натурально, вручную выполнено. Здесь у нас внутреннее убранство, два сундука под стиль каркаса в светлых тонах с национальными узорами, скажем так. Они тоже функциональные, их можно использовать, открывать, размещать посуду, одежду и так далее. Это у нас төшеки. В данной комплектации у нас имеется 6 төшеков, 6 көрпе и 12 подушек. Отдельно хочу остановиться еще вот на этих украшениях. Это у нас колокольчики, мы их называем. Их у нас вот по всему радиусу мы их повесили, по всей окружности. В целом, если сказать об этой юрте, эта юрта заказана в Казахстан нашими братьями в город Алматы. У них сейчас бьет тренд вот такое оформление интерьера юрты. То есть, когда стенки закрываются вот таким тушкейсом. Тушкейс, кстати, может быть выполнен очень в разных комбинациях, в разных стилистиках. На рынке очень много, скажем, доступного материала. Вот, и они закрывают стенку, а почетное место, именно верх почетного места украшается вот в таком стиле. Это называется үзюкбау, үзюкбо. Мы их выполнили вот в таком стиле. Вот. Юрта внутри выглядит очень наполненной, скажем так, по интерьеру, по мебелировке, по функциональности. Еще ковер. Вот у нас здесь ковер. Ковер у нас фабричный, диаметром 5 метров, состоит из двух отдельных частей, но в единой стилистике узоры переплетаются, красный с белым цветом. Красный с белым, то есть готовое решение вот в Казахстане. И мы, собственно, на пол постелили вот такой ковер.
Также можно сделать еще ковер из войлока. Мы называем ширдак, текемет, сырмак. Вот можно сделать и в таком образе. Тещойки у нас сделаны вот в таком национальном узоре, вот такой стилистики. В целом юрта очень комфортно, уютная. Я думаю, нашим заказчикам, клиентам понравится. Друзья, обращайтесь, заказывайте. Сейчас у нас август месяц, хороший сезон. Готовы брать заказы. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, комментируйте, мотивируйте нас. Спасибо.